Время, отпущенное старой овчарке по кличке Макс, подходило к концу. Оно основательно поработало над когда-то большим, красивым, сильным псом, превратив его в старую развалину. Пес с трудом передвигался по хозяйскому двору, задумчиво глядя куда-то вдаль подслеповатыми слезящимися глазами. Плохо было Максу, дремавшему на крыльце. Он чувствовал, что эта весна последняя в его жизни, и грустил не потому, что тело мучили боли, что силы покидали его, приближая последний час. Нет, совсем не это тревожило старого пса. Макс не мог смириться с неизбежностью расставания с любимым хозяином. Глядя изо дня в день на страдания своего старого друга и не имея возможности помочь, хозяин решил покончить совсем сразу, освободив пса от тяжелых мучений. Вечером Макс был плотно и вкусно накормлен. Хозяин долго сидел с ним на крыльце. Обняв пса, он говорил ему что-то ласковое, гладя на поседевшую голову верного друга, и много курил. Утром хозяин повел Макса к реке. У берега стояла их лодка, в которой вместо обычных рыбацких принадлежностей лежали палка и крепкая веревка с петлей на одном конце и привязанным к ней большим тяжелым камнем на другом. Старый пес вопросительно смотрел на хозяина, пытаясь заглянуть ему в глаза, но человек отводил взгляд в сторону. «Вперед!» — тихо скомандовал он, не глядя на друга. Что-то непонятное, жестокое и очень острое кольнуло в сердце Макса, пронзив его невыносимой болью. Ему вдруг захотелось громко взвыть, чтобы прогнать эту боль, освободиться от нее, но ослушаться хозяина пес не смог. Он не прыгнул в лодку, как делал это раньше, а покорно зашел, осторожно переставляя старые лапы с опухшими суставами. Хозяин мощными гребками повел лодку к середине реки, где были самые глубокие места. Наконец он положил весла, надел на шею Макса петлю, наклонился и крепко обнял старого пса. «Прости», — шепнул он в чуткое собачье ухо. Макс, растерянный, преданно смотрел на хозяина. Его била нервная дрожь. Хозяин взял палку и, размахнувшись, бросил ее в воду. «Апорт!» Это была самая любимая команда некогда молодой и сильной овчарки, которая часами могла доставать палку из воды, радостно и гордо вручая ее хозяину. Но не сейчас. Что-то незнакомое и нехорошее было в глазах хозяина. Первый раз в жизни на какие-то доли секунды Макс почувствовал страх. В последний раз, преданно посмотрев на любимого хозяина, пес прыгнул в воду, тяжело поплыв к своей цели. Хозяин поднял камень и с шумом бросил его за борт. Лодка от неосторожного перемещения тяжести резко легла на борт и перевернулась. Человек и собака оказались в ледяной воде. Хозяин Макса в мгновенно намокшей тяжелой одежде попробовал плыть к берегу, но на течении был затянут в водяную воронку, его ноги крепко свело судорогой. Вода сомкнулась над его головой. В этот момент тяжелый камень тянул Макса ко дну, но пес успел увидеть, как перевернулась лодка и тонул его любимый хозяин. Отчаянно сопротивляющемуся псу каким-то чудом удалось выскользнуть из петли. Всплыв на поверхность, верный Макс, собрав все свои силы, нырял за хозяином. Наконец, ему удалось вытянуть ставшего неимоверно тяжелым хозяина из воронки. Изнемогая, старый больной пес поплыл к берегу, спасая жизнь самого дорогого для него человека. Они долго лежали на берегу, человек и его собака. Хозяин очнулся и, увидев рядом еле живого, окончательно выбившегося из сил Макса, заплакал навзрыд, как никогда в своей жизни. Он нес пса домой на онемевших руках, крепко прижав к себе, наступая непослушными ногами, не чувствуя ледяного холода от мокрой одежды. «Дойти, донести», — стучало в его висках. Макс, завернутый в ватное одеяло, очнулся через сутки не в своей будке, а в комнате, где было тихо и тепло. «Наверное, я в раю»,
— подумал старый пес. Над ним наклонился хозяин с миской теплого молока, в которую звонко падали большие капли из его глаз. «Макс, родной, мы с тобой еще поборемся», — прошептал мужчина. Они были вместе в радости и в горе ровно столько, сколько отпущено каждому свыше. Однажды теплым солнечным днем Макс ушел. Но ушел счастливым. Берегите своих питомцев, они так в этом нуждаются. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.